Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы готовим песочное тесто с джемом и безе. На первый взгляд это просто красивый домашний пирог, но стоит присмотреться внимательнее. Сверху хрустящая крошка, и вдруг в самом центре появляется насыщенное шоколадное тесто с какао, а по краям нежное, светлое и классическое. Уже интригует, правда? И мягкой тающей начинкой внутри. Этот пирог играет на контрастах текстур, вкусов и даже цветов. Именно поэтому он шпионский, он не раскрывает себя сразу. Теперь давайте посмотрим, что нам понадобится. Для теста яичные желтки, сахар, сливочное масло, сода, уксус, мука, щепотка соли и какао. Для начинки яичные белки, сахар и варенье. И еще немного растительного масла, чтобы пирог легко вышел из формы. Начинаем готовить. Берем мягкое сливочное масло и взбиваем его миксером до гладкой кремовой текстуры. Постепенно добавляем сахар и продолжаем взбивать, пока масса не станет светлой и воздушной. К желткам добавляем щепотку соли и по одному вводим их в тесто, продолжая перемешивать. Масса становится более насыщенной, шелковистой и теплой по цвету. Теперь смешиваем соду с уксусом. Начинается реакция. И сразу добавляем в тесто. Именно этот момент отвечает за нежность и рассыпчатость пирога. Постепенно вводим муку. Когда тесто становится плотнее, откладываем миксер и продолжаем работать руками, буквально чувствуя его текстуру. Тесто должно быть мягким, податливым и приятным на ощупь. Формируем из теста длинный рулет. Одну половину оставляем целой, это будет основа пирога. Вторую половину делим еще на две части. Одну из них соединяем с какао и вымешиваем до равномерного насыщенного шоколадного цвета. Светлое и шоколадное тесто снова скатываем в рулеты и отправляем в холодильник как минимум на 40 минут. Нам нужно, чтобы они охладились и хорошо терлись. Пока тесто охлаждается, готовим начинку. Взбиваем яичные белки с сахаром до плотной, блестящей и устойчивой массы. Безе должно держать форму и выглядеть как белоснежное облако. Теперь смазываем форму растительным маслом и выкладываем на дно самый большой кусок теста. Равномерно распределяем его по всей поверхности. Сверху аккуратно наносим слой варенья, щедро, но ровно. Затем выкладываем безе и бережно разравниваем, покрывая всю начинку. И вот начинается магия оформления. Натираем шоколадное тесто строго по центру. Получается выразительная контрастная полоса.
А по краям натираем светлое тесто, словно обрамляя наш секрет. Пирог отправляем в духовку. После выпечки даем ему немного остыть. Это важно, чтобы начинка стабилизировалась. И вот он финал. Разрезаем. Посмотрите на этот слой варенья под воздушным безе. Именно он делает наш шпионский пирог таким неожиданным, таким особенным и по-настоящему незабываемым. Этот пирог, который удивляет, пирог, который хочется рассматривать, пробовать медленно и обязательно готовить снова. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в следующем видео. Пока-пока.